Привет, друзья! В этом видео я покажу вам свои покупки, свои раскрашенные работы, а также как я буду распечатывать и собирать самодельные раскраски. Такой объемный хобби-влог получится. Я надеюсь, вам будет интересно, поэтому давайте начинать. Я закупила много довольно-таки канцелярии. Это блокноты и альбомы с разной плотностью бумаги, разного формата. И давайте вместе с вами я их распакую. Заказывала все на Озоне. Вначале сниму пленку, а уже потом расскажу про каждый блокнот по отдельности. Расскажу, сколько что стоило. А пока такая небольшая АСМР распаковочка. Также на Озоне я заказала вот такие маркеры. Это китайские маркеры, недорогие, очень бюджетные. Здесь 120 штук. Стоили маркеры 891 рубль. Это очень недорого, я считаю, за такой большой набор. Конечно, качество не супер, обычные китайские маркеры, но для разукрашивания вполне себе сойдут. Мне вообще сложно представить, как можно делать такие огромные наборы по такой недорогой цене, при том, что это еще и из Китая все привозится. В общем, даже не знаю, как удается китайцам делать такие дешевые маркеры, которые еще и хорошо пишут. Я сделала выкраску. Здесь видно цвета. На следующем листе серые оттенки и также несколько бледных цветов. Основные же цвета яркие на вот этих двух страничках. Все маркеры хорошо пишут, ни один не пришел сухим или бракованным, что тоже здорово, поскольку за такую цену я ожидала, что, возможно, будут несколько сухих. Но мне повезло, набор свежий, видно, что они не лежали где-то на складе долго, все хорошо напитаны и отлично пишут. У меня в Ташкенте есть набор из 168 цветов, в принципе, абсолютно аналогичные маркеры, тоже китайские, но чтобы не таскать их туда-сюда с собой из Ташкента в Домодедово, я решила заказать себе еще один набор, которым буду пользоваться здесь. Маркеры эти хорошо подходят для раскрасок по номерам, где односторонние иллюстрации, ну и заказывала их я в основном для своих распечатанных раскрасок, которые я покажу вам чуть позже. Маркеры запакованы в такую удобную достаточно сумочку. Конечно, она не супер качество тоже, но опять же за такую цену вполне себе достойна. Теперь покажу свои покупки более подробно. Давайте начнем с вот этой раскраски. Мои очаровательные пушистые друзья. Это книга Дианы Дюфур, которую многие знают. Я ее очень много видела на YouTube у других блогеров.
И, наконец-то, она вышла в российском издании. Бумага здесь, сразу скажу, не очень хорошая. Это обычная офисная бумага, очень тонкая, но иллюстрации очень милые. Мне эти иллюстрации понравились. Я поэтому решила заказать эту книгу. Тем более, стоила она недорого, 390 рублей на Озоне. Конечно, жаль, что иллюстрации здесь двухсторонние, потому что было бы здорово эту книгу раскрашивать маркерами. Здесь такие иллюстрации мультяшные, которые вот так и хочется раскрасить именно маркерами, тем более с моим новым большим набором. Но, видимо, придется придумать что-то с другими материалами. Тем не менее, раскраска неплохая, и за такую цену, я считаю, вполне хорошая покупка. Здесь мне очень понравилась обложка. Здесь выполнена лакировка некоторых элементов, и видно на свету, как переливаются листочки, грибочки. И сама обложка такая полуглянцевая. В общем, буду с удовольствием раскрашивать эту раскраску. Я знаю, что у многих есть иностранные издания, но иностранное издание, конечно, очень дорого стоит. За ту цену я бы не стала покупать. Следующая покупка – это вот такой блокнотик формата А5. Здесь бумага 110 грамм, она достаточно тонкая, но подходит для маркеров, карандашей и каких-то неводных материалов. Я купила эти все блокноты с чистыми листами для распечатки на них раскрасок. Я в прошлом видео показывала вам, как я подготавливаю раскраски к печати. А в этом видео я уже покажу, как я буду собирать распечатанные раскраски. Итак, вот этот второй блокнотик с котиком. Здесь очень милая обложка, бумага 120 грамм, формат 150 на 150 миллиметров. Этот блокнотик с котом стоил 175 рублей, а блокнот «Сейчас самое время» стоил 168 рублей. В этом блокнотике ровно 60 листов. В предыдущем блокноте 45 листов. Цены, которые я называю за ту цену, которую я купила. Конечно, цена может сейчас отличаться, потому что цены постоянно меняются, то выше, то ниже становятся. Но еще на Озоне у меня есть Озон-карта, поэтому получается чуть дешевле, чем обычная цена. Следующий блокнотик с вот такими миленькими зайчиками. Это формат А5. И здесь очень хорошая плотная бумага, 160 грамм. Этот блокнот подойдет как для акварели, так для гуаши и вообще для любых материалов. И стоил он очень даже недорого. Поэтому я заказала сразу 3 штуки, потому что с такой качественной бумагой это очень выгодная покупка. Сейчас на Озоне он стоит 124 рубля. Я не знаю, за сколько я его покупала, я не помню, честно говоря. Но, кажется, цена была дороже, сейчас она снизилась, поэтому я оставлю ссылку на этот блокнот в описании, так как покупка очень выгодная, и, возможно, вы тоже захотите заказать такой же блокнот. И в этом блокноте 30 листов. Следующая покупка – это набор из 4 альбомов. Здесь бумага 110 грамм, в каждом из альбомов по 40 листов. Продавались эти 4 альбома в комплекте. Сейчас этот комплект стоит 402 рубля, но когда я заказывала, было чуть дешевле, примерно 380 рублей. То есть каждый альбом примерно по 100 рублей, а то и дешевле. На обложках здесь такие милые кошки, большие кошки. Здесь вот 2 альбома со львом и 2 альбома с ягуаром. По-моему, это ягуар. Вот, бумага белая, достаточно хорошее качество. Альбомы все на пружинке, что мне и нужно было. Там были и другие варианты обложки. Я тоже так понимаю, что по 2 одинаковых альбома. Но в комплекте это стоит дешевле, чем если заказывать по одной штуке. Так что тоже весьма выгодная покупка, рекомендую. И еще я заказала 2 палитры. Тоже здесь был комплект из 2 палитр. Стоимость 142 рубля. Очень даже неплохие палитры из плотного пластика. Единственный минус, что они не очень устойчивые
и вот так вот шатаются, если их поставить, и немного накрениваются за счет своей формы. Но в целом, я думаю, тоже неплохая покупка. Можно использовать для акварели, для гуаши. Я вот купила, чтобы рисовать акварелью, и буду активно этими палитрами пользоваться. Что же, давайте я вам покажу, как следует раскрыть такой альбом, поскольку я буду здесь печатать раскраску. Для этого, собственно, я все эти альбомы и заказывала. Так как у меня нету специальной машинки для сшивания, то буду все это делать вручную. Просто открываю пальцами пружинку, тяну в разные стороны, чтобы она раскрылась. И вот так вот пальцами разжимаю ее, чтобы можно было вытащить листы беспрепятственно. Вообще на эту идею меня вдохновили другие блогеры. Я очень часто смотрю двух колористок. Это Натали 75 и Еленка 74. Это две замечательные колористки. У них очень много видео на YouTube. Я думаю, что многие из вас их знают. И вот они показывали в своих видео, как тоже заказывали блокнотики, альбомы и печатали раскраски. Причем вот эту пружинку тоже советовали раскрыть вручную и потом закрыть. И я увидела у них на канале эти видео и тоже решила так сделать, накупить альбомов и напечатать самостоятельно необходимые мне раскраски. Если, например, заказывать бумагу отдельно, печатать на ней раскраски, потом нести в какой-то пункт типографии, где можно сделать сшивку этих листов, плюс еще печатать обложку цветную на какой-то плотной бумаге, картон на заднюю часть, то все это влетит в гораздо большую сумму, чем купить, заказать готовый альбом, вот так вот расшить его самостоятельно, напечатать раскраски и потом сшить обратно. Так что это очень выгодно и очень удобно. Я достаточно сильно раскрыла пружину, так что можно уже вытаскивать листы. Вытаскиваю где-то по 4-5 штук сразу, потому что сразу все не удастся вытащить, но и по одному тоже будет долго. Итак, я распечатала раскраску на этих листах альбомных и вернулась к вам. Распечатала я вот такую раскраску с замечательными девчонками. В прошлом видео я показывала, как обрабатывала эти картинки. А сейчас я уже их напечатала, причем у меня тут несколько раскрасок. Это вот такие вот сюжеты с девушками, очень нежные. Это какие-то корейские художницы, честно говоря, не знаю названия этих раскрасок, но у меня тут объединение из нескольких раскрасок. Просто распечатала те иллюстрации, которые мне удалось найти, которые мне понравились. Я даже понятия не имею, где можно такие раскраски заказать, поэтому распечатка для меня это лучший вариант. Плюс еще несколько портретов я нашла, опять же в тех же группах ВК, которые я показывала в прошлом своем видео. Здесь есть вот такие портреты, как лайны, и есть один портрет, очень мне понравился, вот этой девушки с оленьими рожками. А также вот такие портреты, которые напоминают мне Sailor Moon. И опять же просто обычные портреты девушек. И вот такая милая иллюстрация с женскими какими-то принадлежностями. Здесь вот кисточки для теней, что-то для косметики. В общем, такая женская раскраска у меня получилась как раз к 8 марта. Самое то распечатывать такую раскраску. Нужно разложить листы в нужном порядке, в том, в котором они будут идти в раскраске, и потом уже можно надевать их на пружинку и обратно ее сшивать. Выравниваю листы, чтобы удобнее было надевать на пружинку. Я не стала снимать обложку и заднюю часть с пружинки, решила, что так мне будет удобнее, и приступаю к тому, чтобы собирать раскраску, надеваю листы на пружинку.
Сразу скажу, что стала делать это я неправильно. Уже потом я это поняла, когда надела все листы, что надо было их вставлять другой стороной, лицевой стороной к обложке, потому что обложка сейчас у меня лежит снизу, а листы я надеваю так, что лицевая сторона смотрит на меня, что было неправильно, и позже мне пришлось все листы снова снимать и переделывать. Но это такой первый блин комом. Тем не менее, видео я вам покажу, потому что все это делала под запись. Но вам советую быть более внимательными, и если будете делать такие раскраски, то перепроверять все 10 раз, прежде чем надевать листы. Тем не менее, занятие это не такое уж долгое, достаточно быстро я справилась, пусть и делала это все в первый раз. Итак, раскраска моя готова. Собрала все листы и замкнула пальцами пружинку. В принципе, замыкать ее несложно. Могу сказать, что со всем этим реально справиться без специальной машинки для сшивания такой пружины. Все это можно сделать вручную. Ну а тем более, если есть опыт, то вообще дело будет идти супер быстро. И вот такая раскрасочка у меня получилась. Девчачья раскраска в альбоме на довольно-таки хорошей бумаге. Я думаю, что я буду раскрашивать в основном маркерами. Я ее пока не начинала, но я сейчас покажу. Я нашла обложку вот этой раскраски, оригинальной раскраски. Я загуглила и с помощью поиска по картинке нашла эту книгу. Она называется Daily Girl Coloring Book by Ravon. Может быть, я неправильно что-то прочитала, но, в общем, вы сможете загуглить, и если захотите, эту раскраску, может быть, купить в оригинале, в иностранном издании, но мне вот достаточно такого альбома распечатки. Думаю, что с удовольствием буду его раскрашивать. В следующем таком же альбоме, тоже с ягуаром, я распечатала раскраску с пустынной лисицей, или как многие называют эту раскраску, пельмешек. Здесь вот такие милые иллюстрации. Это оригинальная обложка, я ее распечатала и вот так наклеила тоже. А также помимо основных иллюстраций я распечатала вот такие листочки, нашла их на AliExpress, как бы с примерами того, какие здесь есть иллюстрации. Это раскраска по сезонам. Здесь вот эта лисичка и разные времена года. И как видите, одну работу я уже успела раскрасить на этой неделе. Это работа в честь весны. Здесь вот цифры 3.1, что означает 3 это месяц, март, и 1 это число. В Корее, я так понимаю, наоборот пишется дата. В начале год, потом месяц, потом число. Раскрасила эту иллюстрацию я сухой пастелью. Вообще я поняла, что в этой книге будет классно раскрашивать пастелью, потому что бумага здесь недостаточно плотная для акварели, но при этом иллюстрации довольно крупные. И для этих целей я заказала лак для волос, вот такой самый дешевый. И я после того, как иллюстрацию закончила пастелью, побрызгала ее лаком, чтобы пастель закрепить, чтобы она не пачкалась, не ссыпалась и не отпечатывалась на другой стороне. Мне очень понравилось пастелью раскрашивать, получается довольно быстро и очень нежно. Ну и благодаря лаку получается, что она довольно хорошо держится и не ссыпается. Так что я думаю, что в этой раскраске буду и дальше раскрашивать иллюстрации пастелью. Это очень удобно и не займет так сильно много времени, как если бы я карандашами красила. А учитывая, что в этом альбоме акварелью красить не получится, то пастель очень даже хороший для этого материал.
После того, как я уже распечатала и собрала эту раскраску, и даже раскрасила одну работу, я поняла, что я хочу вот эту раскраску именно с лисичкой, с пельмешком так называемым, раскрашивать не только пастелью или карандашами, но и акварелью. Так что я купила еще один альбом для рисования, опять заказала на Озоне. Это такой альбом для рисования акварели. Здесь бумага плотностью 235 грамм. Это очень плотная бумага. Стоил этот альбом 373 рубля, что я считаю вполне себе выгодно для такой бумаги. И распечатала здесь все остальные иллюстрации с этой милой лисичкой. Дело в том, что я накачала иллюстраций около 60, и, соответственно, в первом у меня альбоме была половина, а здесь вторая часть. Так что тот альбом я планирую раскрашивать пастелью, а этот альбом уже акварелью, либо какими-то еще другими водными материалами. Здесь ну просто очень милые иллюстрации, они такие забавные, такие милые, нежные. Здесь есть какие-то сладости. Также, помимо этого пельмешка, я здесь на оставшихся двух листах, так как иллюстрации у меня уже все закончились, распечатала вот такие две иллюстрации. Это иллюстрации по мотивам аниме «Ведьмина служба доставки». Здесь вот ведьмочка по имени Кики и котик Джиджи. И вот эти персонажи здесь вот так вот нарисовано. Я не знаю, какая это раскраска, либо это просто отдельные иллюстрации. Но вот ВКонтакте я нашла эти две картинки. Мне они очень понравились, и я решила в этот альбом их распечатать. Думаю, что тоже с удовольствием их раскрашу акварелью. Дальше в блокнотике с зайчиками я распечатала раскраску с мышонком. Я думаю, что все вы видели этого мышонка, многие его знают. Я вот тоже увидела, кажется, у Натали 75, если не ошибаюсь, этого мышонка. Тоже она распечатала в таком блокнотике. И мне тоже захотелось пораскрашивать. Называется это Matchstick Mouse. И там несколько было вариантов. Как бы летняя раскраска, вот это, например. Потом там про Хэллоуин, про Рождество. В общем, вот в этих группах ВК было много вариантов этой раскраски. Так что я пока что распечатала вот эту вот летнюю и уже одну иллюстрацию раскрасила. Пока что раскрасила карандашами, но думаю, классно будет и маркерами раскрашивать. И также в этом блокнотике можно и акварелью спокойно раскрашивать. Посмотрите, какие мимимишные иллюстрации. Здесь мышонок занимается разными делами. Ну, в общем, тоже я думаю, что буду с удовольствием раскрашивать. Из распечатанных раскрасок это пока что все. Больше я еще не успела в остальных альбомах ничего распечатать. Покажу уже в следующих видео. А пока что показываю, что я раскрасила в раскраске своей новой от Дианы Дюфур. И здесь такая милая девчушка с собачками. Она едет на велосипеде. Эта иллюстрация такая весенняя. Я раскрасила ее маркерами, несмотря на то, что они отпечатываются на другую сторону. Но здесь вот в конце книги идет такой раздел, где иллюстрации напечатаны на одной стороне. А вот этот вот узор, паттерн с зайчиками, он повторяется на других листах в основной части книги, поэтому не жалко было. Так что вот эту иллюстрацию можно было раскрасить маркерами спокойно. Немножко меня это порадовало, то, что некоторые из иллюстраций можно будет пораскрашивать маркерами, так как они повторяются. Иллюстрацию я эту раскрасила крайне просто. Здесь даже не делала фон, но она такая позитивная, весенняя. Я получила огромное удовольствие от раскрашивания. И вообще сейчас с наступлением весны хочется раскрашивать весенние работы, цветочные работы. Я даже думаю, что всю следующую неделю буду раскрашивать только такие весенние цветочные работы. И я уже начала этот свой весенний челлендж, так скажем.
Нашла свою раскраску «Японские мотивы», в которой я мало что раскрашивала. И здесь такая именно отдыхательная раскраска, антистресс. Здесь очень несложные иллюстрации. И вот первая иллюстрация, опять же весенняя, это у нас магнолия. Раскрашивала я сами цветочки карандашами Файнола, а фон я сделала сухой пастелью. И опять же этот фон побрызгала лаком. И как видите, ничего из пастели не отпечаталось на иллюстрацию рядом. От иллюстрации этой так и веет весной, весенним настроением. Мне тоже понравилось ее раскрашивать. И вообще эту книгу «Японские мотивы», я думаю, что можно будет закончить, поскольку я сейчас активно взялась за нее. Вот еще одна иллюстрация, которую я раскрасила на этой неделе. Она тоже крайне простая. Раскрасила я ее маркерами. Здесь такие чашки с чаем, но, по крайней мере, я представляю, что это чай, поскольку Япония, чайная церемония. Здесь, конечно, отпечаталось на другую сторону, но в этой раскраске многие иллюстрации, особенно паттерны, мне не очень нравятся. Я все равно не буду их раскрашивать, поэтому я думаю, что маркерами здесь можно тоже раскрасить очень много всего. Следующая, третья работа здесь, это тоже весенняя работа. Вот такой цветочек розовый. Здесь на фоне какие-то кругляшки с узорами. А вот с обратной стороны такая очень мелкая иллюстрация с цветочками, которую я точно раскрашивать не собираюсь, потому что очень кропотливая иллюстрация была бы. Так что, учитывая, что здесь иллюстрации я буду раскрашивать в основном маркерами, и какие-то иллюстрации, которые мне не нравятся, просто ими жертвовать, то думаю, что эту книгу я, может быть, закончу в этом году. Следующая раскрашенная работа у меня в «Игре престолов». Здесь я раскрашивала на марафон Ольги Рани. Нужно было раскрасить мост, и хотя я не уверена, что это мост или не мост, но Ольга сама показывала в своих видео, что можно раскрасить эту иллюстрацию. Она показывала ее как пример, и что вот это вот как бы вход в замок можно считать как мост. Всю эту работу я раскрасила акварелью полностью, карандашами здесь не дорабатывала. Хотела показать здесь такое темное, очень давящее, какое-то грозное небо. Не знаю, получилось ли. Вообще, конечно, получилась такая довольно простая работа. Я ей не вполне довольна. Можно было, конечно, намного лучше раскрасить. Но вот я смотрела сериал, раскрашивала эту работу в таком расслабленном состоянии, акварелью. Мне очень нравится в этой раскраске то, что можно акварелью красить, и что это получается достаточно быстро. Так что работа сделана. В марафоне я приняла участие, успела ее отправить, так что можно радоваться хотя бы только этому факту. Вообще достаточно продуктивная неделя у меня получилась, очень много работ, как вы видите, и раскраски я распечатала, так что очень довольна я своей неделей. Теперь планирую к 8 марта нарисовать иллюстрацию для Инстаграма, а также и дальше раскрашивать такие весенние праздничные иллюстрации всю неделю. Ну и на этом это видео подходит к концу. Такие были у меня итоги творческие недели. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и оно было для вас полезным. Буду благодарна вам за лайки и комментарии. Большое спасибо, что смотрите это видео и что досмотрели его до конца. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!